«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня необыкновенный гость, народно любимый человек, который в свое время создал коллектив с таким приятным названием, которых мало вот у нас на сцене. Бывают такие названия, знаете, как назовешь корабль, так и поплывет. Вот у него было много всяких экспериментов, и потом в итоге все-таки он достиг такого своего развития, в котором пребывает сегодня. Это не буду много говорить, это лидер, создатель группы «Божья коровка» и в то же время композитор, автор-исполнитель, поэт, музыкант, работающий в разных жанрах, Владимир Валенко. Добрый день, Владимир. Да, добрый день, здравствуйте. Владимир, я хочу тебя вот спросить об одном моменте, да? Все мы родом из СССР. Мама хотела, чтобы ты получил в детстве такое академическое образование. И я знаю, что ты 7 лет занимался на скрипке, да? Все верно. Просто я, честно говоря, тебя со скрипкой не представляю. Вот этот Стёп, ты любил российский рок, Гаркуша, да, в свои времена, Мамонов, Чистяков. Молодой, Чистяков, да, то есть вот в таком жанре хотел себя немножко выразить, но, опять же, там тоже узкие врата, и все это веяние, они как бы проходят, уходят, а поп-музыка, она остается, согласись. И вот злые языки, много я слышал, что там клеветали на эту песню, да, вот первый альбом, который по-настоящему загремел, «Гранитный камешек», да. В 94-м вышел CD, да, в 95-м вышло видео, после чего стала песня такая популярная. Ну, в принципе, ее Вот, все вот узнали. я хочу тебе сказать, не то, что все узнали, а вот эта песня, она звучала на всех рынках, во всех такси. Я сам из Ростовской области, да. Вот только садишься в машину, «Гранитный камешек». И сегодня, ты знаешь, ничего не меняется. Многие радиостанции ретро, когда я езжу в такси там, или со своими водителями, я сажусь в машину, обязательно за день эта песня где-то прозвучит. Вот то, что ты, как рассказывал много раз, что ты, как подобляясь композитором великим, да, черпал вот из народа тематику, перерабатывал, и вот это все через свое сердце пропуская, доносил. И мне кажется, вот этот рецепт, он уникален. Поэтому я хочу сказать, что нет такого человека у нас в стране, и вот в СНГ, да и в Америке, и во всех странах эту песню знают. Как вот, скажи, ты почувствовал, что эта песня выстрелила, и насколько это тебе вот популярность далась, как ты ее пережил? Ну, знаешь, все было не совсем так, как многие себе представляют. То есть такого дня, когда тебе говорят, ты помнишь день, когда ты проснулся знаменитым? Такого дня не было. Вот, все шло достаточно ровно. Эту песню я начал петь еще в подростковом возрасте, в пионерском лагере под гитару. Вот. Сразу честно скажу, что вот эти строчки про гранитный камушек придумал не я. Вот, но все остальное, это знаешь, как берется эпиграф. Вот понравилось мне вот это 2 строчки. Дальше я начинаю на этот эпиграф писать все остальное, нагромождать. Вот. И, соответственно, я сделал вот такую песню, в которой она существует в сегодняшнем варианте. Вот так я ее пел 16 лет под гитару. Никто особо внимания на нее не обращал. Говорили, ну да, симпатичная песенка, но не более того. Я уже забыл про нее совсем после армии. Пришел из армии, тут перестройка вовсю, тут рок-клубы всякие, там, знаешь, московская рок-лаборатория. Тусовки, да. Думаю, надо тут что-нибудь такое, панкухой заниматься, рок-эксперименты ставить. Вот. Но время быстро меняется. Я смотрю, что-то я записал альбом в этом плане, сделал программу, а это никому не нужно, оказывается. А тут «Ласковый май», тут «Мираж», тут всякие такие группы, там «Комбинация». Смотрю, у них там такие концерты, сборы. Ну, меня, конечно, эта музыка не очень тогда и привлекала. Я любил так посерьезнее, там, я воспитывался на прогрессив-рок, там, всякие, да, там, для меня там Yes, там, всякие, Кинг Кримсон, а тут какой-то «Ласковый май». Ну, что за ерунда? Как такое? Ну, потом как-то я так понял, что, может быть, найти нужен какой-то компромисс, чтобы все-таки как бы и при деле быть, и что-то свое продвигать. Я вспомнил эту песню про «Гранитный камушек». Вот. А у нее такая дворовая, в общем, основа-то, в принципе, под гитару. Она такая достаточно медленная, однообразная, повторяющиеся одни и те же какие-то фразы. И я думаю, что же делать? А тут как раз вышел на арену Карисри.
Road to Hell, значит, это, я думаю, аранжировка, она прям так сливается хорошо. По ритму, по темпу, по всему. И я как бы ее взял, упаковал в эту аранжировку и сделал поначалу даже глупость. Я вот этот проигрыш Крисовский Ри, я его полностью скопировал. Вот. Я потом слышал, уже варианты немножко такие видоизмененные были. Да, ну так как через какое-то время песня стала популярной, да, благодаря контракту обязательно, конечно же, там с Союзом, ЛСС в свое время, да. Ну, потом пошли упреки, что вот якобы это плагиат, Криса Ри и так далее, и мне достаточно долго пришлось доказывать. Покажите мне хоть одного артиста, покажи, кто не делал плагиаты какие-то или вообще подобные. Понимаешь, в чем дело? Плагиат — это когда сама суть песни как передана, бы, да, она вот целиком заимствована. А здесь заимствован проигрыш. Да. Проигрыш я впоследствии заменил, и как бы вопрос о плагиате, об этом написали там все музыкальные наши журналисты, критики, Википедии там поместили все. Вывесили это видео новое, «Гранитный камушек» 20 лет спустя, где другой проигрыш. И как-то поутихло сразу все. Знаешь, раньше каждый второй писал про Криса Ри. завидовали тебе. Теперь редкая птица, знаешь, как говорится, долетит до середины Днепра. Я считаю, что это зависть все-таки была, потому что на самом деле, вот когда появилась вот там Modern Talking, да, допустим, там, или Joy и так далее, вот половина нашей попсы, у них брали смело ритмическую основу, там какие-то проигрыши и так далее. Никто не говорил ничего. Ритмическую основу, да. И понимаешь, в чем дело? Нужно, конечно, было вот не брать дословно. Да? То есть нужно было скопировать, но и видоизменить, как обычно сочиняется музыка, так, чтобы это было вот не... А я до этого допетривал не сразу. Но дело в том, что у нас очень много плагиата существует, русского плагиата, и люди просто не знают, что это плагиат, потому что они не знают первоисточников. Вот. И когда Крис Ри, кстати, он тоже в то время еще только начинал, начало 90-х. И как бы получилось так, что Крис Ри сам по себе тоже очень раскрутился. Там у себя, на родине, да? Вот, и по всему миру. Если бы он не раскрутился, может быть, никто бы и не знал, что это за первый источник. Такая на любителя была музыка, да. Да, как многие там не знают. Я не буду сейчас приводить Нет, примеры. я тебе хочу сказать о том, чтобы кто ни говорил, все равно песня была самостоятельная. Песня, она наша, русская. Она народная. Вот, и давай что-нибудь послушаем, а то мы заговорились как-то так вот. А я предлагаю как раз ее и послушать. Именно вот в новой версии, где нет старого проигрыша, то есть песня осталась той же, а проигрыш был приделан новый, совершенно там лет, наверное, несколько назад, и теперь она везде звучит, и исполняем ее исключительно только в таком виде. Итак, в исполнении гениального автора-исполнителя, гениального композитора Владимира Валенко слушаем новую версию «Гранитный камешек в груди». В этот вечер снова ждет тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди.
тебе красиво говорит. Только каменное сердце не болит. Он слабо тебе красиво говорит. Только каменное сердце не болит. Останешься одна среди звезд, прольешь еще немало горьких слез. Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется о гранит. Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется о гранит. Твое счастье разлетится на куски. Ты с ума сойдешь от горя и тоски. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. У него гранитный камушек в груди. У него гранитный камушек в груди. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что Владимир Валенко, создатель группы «Божья коровка», который всегда и везде звучит, и всегда пользуется и пользовался успехом у многих. Вот ты знаешь, что я заметил? Вот эта вот основа, сейчас уже закончим с этой темой навсегда, вот эта вот основа ритмическая, роковая, да, она же тебе была близка по духу, и ты понимаешь, ты зацепил, получается, и аудиторию попсы, которую любят люди, да, и вот внес какой-то такой ритмический момент, который цепляет вот побольше людей. Поэтому большое уважение и респект, как сегодня модно говорить. Ты сделал настоящий шлягер. Вот я думаю, что в России Крис Ри не так популярен, как эта песня. Даже сравнивать не будем. Поэтому проехали. Вот даже в таком виде уже обновленном эта песня, она остается такой же востребованной. У меня такой вопрос. Вот проходят годы, летят, а ты много работал в разных жанрах. И шансон, да? И вот сейчас ты мне прислал клип. Это недавно сделали или это уже... Вот который... Это абсолютно... Ты имеешь в виду песню Да, «Пароль», наверное? да, «Пароль». Это прям это актуальная. новая песня, абсолютно. Мы вот буквально 2 дня Ностальгическая так звучит, знаешь. Прям. запустили ее буквально вот в продвижение, выложили в YouTube, ну, везде, где только можно, там, в соцсетях. И как бы люди от нее очень хорошо отзываются. Пророчествие такое, в общем, если, в принципе, все правильно, грамотно делать, она может и на хиток потянуть. Вот. И пару слов буквально об этой песне. Знаешь, бывает такое, что вот тебя спрашивают, откуда вы берете там источник вдохновения, как вот сочиняете свои песни.
Кто-то ходит мучается, кто-то там, как Шаганов рассказывал, я сажусь с утра, беру листок бумаги, беру ручку, никаких компьютеров, ни телефонов, а вот ручку на столе по старинке. Я могу сказать, что есть разные способы написания песен, у меня использованы. Вот, например, один из таких, это когда тебе что-то, какая-то бредняя чушь снится во сне. Вот тебе это снится, а потом ты... Просто у меня, помню, в молодости достаточно было много друзей, которые там достаточно талантливые были ребята, и они говорят: слушай, мне такая музыка сегодня снилась во сне, это просто феноменальное что-то. Но я встал, и я не помню ни одной ноты. И я вот это запомнил, и когда... У меня тоже такие случаи были. И я для себя решил: нет, я в следующий раз этот момент не упущу. И вот я помню, еще в 1988 году, это был первый мой эксперимент, мне снится песня «Сюда идут какие-то люди». И от меня чего-то хотят. И мне так нравится и мысль эта, и мелодия, и слова. И я понимаю, я сейчас проснусь, и я ничего этого не вспомню. И я начинаю во сне прокручивать. Раз, два, 5, 10. Короче, я прокрутил, наверное, раз 20. А знаешь, во сне это все делать тяжело. Вот как под водой. Идешь, ты бежишь, вот как бы, да, а стоишь на месте при этом. Знаешь, во сне бывает такое ощущение. Да, ты все усилия прикладываешь, а стоишь на месте. И вот здесь так все тяжело идет. И я вот пытаюсь прокручивать. Я прокручиваю 20-й раз и понимаю, что я сейчас забуду, я потеряю. Вот. И я вдруг просыпаюсь, быстренько вскакиваю, подбегаю, открываю крышку фортепиано и играю. Та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра, та-па-ра-па-па-па-па-па. Со словами все. Я говорю: о, мне это удалось, я запомнил. Я быстро зафиксировал, тогда я записал нотами. И с тех пор я научился вытаскивать музыку из сна. Потом я узнал, что наши великие такие люди, как Сальвадор Дали, там, как режиссер Бюнюэль, они часто свои сюрреалистические сюжеты брали из снов, как выяснилось. Вот, и я понял, что я не одинок в этом деле. И вот песня «Ситуация», там, например, песня «Серенада», там, песня вот «Сюда идут какие-то люди», там, песня про футбол, там, песня вот эта вот, которая «Пароль» сегодняшняя, да, новинка. Это песни, которые мне приснились во сне. Ну, естественно, снится тебе не все досконально, тебе снится какая-то основная идея, потом еще нужно много ходить, мучиться, ее дорабатывать, но как бы сырье тебе дано вот каким-то таким сверхъестественным способом, ты его не придумал сам, он тебе было подарено, да, как бы вот так Господом. У него такой необычный сюжет, я, дорогие радиослушатели, призываю вас обратить внимание на этот клип, кто может посмотреть, кто не может, послушайте песню «Пароль». Вот. Ты же есть в социальных сетях везде? Или где? Да, есть везде, и ВКонтакте есть, вот и в добавляйтесь, Одноклассниках друзья, есть. к Владимиру Валенко, лидеру группы «Божья коровка», потому что всегда этот человек, мне кажется, с таким огромным запасом и юмора, и позитива, что всегда будет вам весело наблюдать за его жизнью. Мне кажется, ты скучно не живешь, не умеешь просто жить так вот как-то пассивно. Да, все верно ты говоришь, правильно. И к тому же эта песня, она еще может быть таким, знаешь, внегласным предупреждением. Будьте осторожны, Да, сегодня да. мошенники, они повсюду сегодня, да. У меня недавно был случай, когда мошенники взломали мою инстаграм-страницу, написали: ваша дочь там попала в аварию, быстрее давайте на операцию деньги собираем. И я ничего не могу сделать, потому что они изменили мою почту, они изменили пароль, там они вошли, там все. И люди отсылают деньги. Мне, я говорю, мы говорят: ой, мы прочитали, у тебя такое горе, мы тебе послали там 2000, 3000, кто-то 5000. Я говорю: что же вы делаете? А это все уходит туда мошенникам. И вот я восстанавливал эту страницу очень долго. Мне один спец там нашли мне специально. Мне недели 2, наверное, парились, мучились. Наконец мы изъяли это все. Но они собрали деньги. Вот. И все, кто потом заплатил, я, правда, вернул половину. Сказал: ребят, спасибо вам большое. Я говорю: никогда больше так не делайте, не проверив досконально информацию. Сначала вам надо было у меня спросить, Конечно, правда позвонить. это или нет. А мошенники, они действуют таким способом очень внезапно, чтобы ты не успел опомниться. Да? Когда с твоим близким беда, ты не думаешь, что там правда, неправда, ты хочешь сразу помочь, да, своим добрым сердцем. Поэтому я призываю всех, вот в этой песне, она, кстати, была своевременно написана, будьте очень осторожны со всякими мошенниками, альфонсами, да, которые разводят, кстати, наших туристов, там, скажем, на курортах, в том числе в Турции. Потому что эта история, она имеет корни такие изначально, так сказать, действительности, да. Вот. И почаще меняйте пароли. После того, как у меня вот этот взлом был, я все свои простые пароли поменял на суперсложные. Теперь я живу спокойно. И вам рекомендую это делать тоже. Так что послушаем эту песню, да? Да, конечно. Мне там нравятся слова, когда я заменила пароль, а ты теперь не король. Там на счету голый 0 теперь. Да. Классная песня. Вообще она такая легкая. Слушаем. Я познакомилась с турком, он оказался придурком, а я так верила
мерила, чулочки мерила. Короче, все было зря. Сижу на пляже раздета, он гад болтается где-то. Поди с другой в кино, я пью одна вино. Теперь не все ли равно? Да, играть бы эту роль я поменяла пароль, и ты уже не король. Правила, жизнь для нас составила. Самое главное, не перехалявное. Не то посадят в тюрьму, а это нам ни к чему. А я мотался по свету, дурачил девушку Свету. Я Свете нравился и представился, что я несчастный поэт. А сам мошенник отпетый манипулировал Светой. Она мне верила, чулочки мерила, просила дать ей совет. Да, играть бы эту роль, но ты сменила пароль, и я уже не король. Правила, жизнь для нас составила. Самое главное, не перехалявное. Не то посадят в тюрьму, а это нам ни к чему. Я уже не король, ты поменяла пароль. Да, я сменила пароль, да, на счету голый ноль. Правила, жизнь для нас составила. Самое главное, не перехалявное. Не то посадят в тюрьму, а это нам ни к чему. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Владимир, вот я знаю, что бывают такие периоды, когда ты постоянно ездишь по стране, да? Наш народ, я думаю, что ты за рубежом, конечно, тоже выступал, да? Скажи вот так вот, просто мне интересно, да? Наша страна большая, необъятная. Ты очень много выступаешь в Подмосковье, как бы, да, сам ты коренной москвич. Вот. Где вот, по-твоему, самые лучшие слушатели? Вот есть такое понятие или нет? Или везде вот прям вот, не хочешь, чтобы никого не обидеть, понятно, скажешь все. А вот где больше всего пользуется вот прям популярностью группы «Божья коровка», можно сказать? Или это трудно определить? На самом деле это трудно определить. Я так и думал. Вот мы часто сейчас ездим в тур с дискотекой «Союз». Вот, там разные старые артисты.
До поры до времени там был «Ласковый май» и «Мираж», ну, в связи с известными, так сказать, событиями, Да. понятно, сейчас остались там. Кстати, ты работал с «Миражом» тоже одно время на клавишах, да? Да, работал, но это было давно. Ну да, Это вообще было просто очень говорю. давно. Вот. Ну, и мы продолжаем сейчас ездить этим составом. У нас Мгм. все равно там осталась комбинация, там осталась, там Кайметов, там всякие Мгм. такие разные. «Белый орел», там такие группы, которые 90-х, которые любили, у которых есть интересные песни. И, как правило, на этих дискотеках, вот ты выходишь на сцену, народ, он просто визжит. Он не хлопает, он просто визжит от кайфа там, да. Ну, конечно, бывает наиболее, так скажем, публика такая благодарная, там, где ты, допустим, подчеркиваешь принадлежность, вот что ты любишь их местность, их город, где ты знаешь, там, например, Мгм. когда я выхожу с песней «Теплоход» в каком-нибудь поволжском городе, там где-то, да, там, Да. Казань, Астрахань, Тольятти, там, не знаю, там, Волгоград, и пою «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход», это, конечно, лучше принимают, чем на Дальнем Востоке, потому что для них это немножко, как бы, Понятно. понимаешь, да, то есть вот эта географическая Да. точка позиционирования, она имеет значение. Вот иногда я хитрю, есть у нас песня такая, а у нас в Америке голубая даль, вот, но на сердце у меня печаль. И когда я приезжаю в какую-нибудь там, не знаю, а у нас в Армении, понимаешь, там, или там, а у нас в Саратове, Ну то есть да, везде да. я могу поменять город, там, понимаешь, и все будут принимать это на свой счет. То есть такие хитрости есть Мгм. разные. Вот. А вот про эту песню сейчас заговорили, «Теплоход», там была грустная какая-то история, написана Бардом, твоим другом. Да, все верно Плохо говоришь. заканчивалась. Ее написал мой друг Леонид Азбель. Эта песня была, так я как-то с ним сел, у него много очень интересных, классных песен. Я говорю: Лень, что-нибудь для меня есть? Говорит: давай сядем, послушаем. Мы сели, прослушали кассету, тогда еще кассеты были. Значит, одну сторону 45 минут. Я говорю: хорошая песня, но не для меня. Вот это тоже интересно, но не подходит. Вторую сторону прослушали 45 минут. Говорю: классные песни, но что-то вот для меня ничего не подходит. Я говорю: а что-нибудь, может, еще есть? Говорит: да не, в принципе. Да, и вот есть там еще одна, но она тебе точно не подойдет. Я говорю: ну, давай послушаем. И он мне ставит это. Говорит: это песня про Женьку, там, девушка с Волги, там. Я говорю: давай послушаем. И я как услышал, это «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход». Я говорю: Лень, так это же хит. Я говорю: вот это давай, короче. И он мне ее отдал. И долгое время, где-то лет, наверное, 15, я ее исполнял с оригинальным текстом, где в 4-м куплете были слова, где Женька, бедная девушка, выбрасывается из окна от отчаяния. Она приехала в столицу, не нашла здесь понимания, не своя... С твоим имиджем не сочеталось. Ожидания, да, ее не оправдались, да, и как бы такая трагическая история. Вот. А потом как-то вот я пришел к тому выводу, что из моих уст песня про суицид как-то, ну, наверное, не должна звучать. Все-таки мы позитивная группа такая. И я решил это место изменить. И раньше, теперь судьба Женьки, то есть раньше, если было там как, и хлебнув в столице до дна, ты шагнула, Женька, с окна. И погасли в синих глазах ясные огни. Вот это меня ломало, я долго думал, как же переделать. И теперь на каждом концерте я говорю: слушайте, мы решили судьбу Женьки изменить. Вот если вам нравится, давайте вы аплодисментами покажите. А там еще как раз затяжка такая и пауза в это время. И я говорю: и хлебнув в столице до дна, Женька жить устала одна. Потому у Женьки теперь 4 детей. И тут такая буря аплодисментов, значит, такой визг стоит. Я говорю: да вам понравилось? Они: да! Я говорю: все, оставляем так навсегда. Хоть мы уже 10 лет так поем, я этот прикол до сих пор использую. Ты вот не поверишь, когда так изменил, у меня 4 детей. Вот у меня доченька родилась, ей 2 года. Ага. Вот я из-за этого, собственно говоря, из-за нее прилетел в Москву, потому что я понял, там в Ростовской области мне не выжить. Вот. И для меня это судьбоносно. Вот 4 детей. Сначала мальчика 3, потом девочка. И потом, когда вот эту песню послушал, что уже такое, новая версия, думаю, ну прям тема вообще. Да, видишь, от таких нюансов зависит много. То есть, как бы, вот, например, я помню Федя Чистяков, я с ним разговаривал как-то, он говорит: я не пою свои старые песни, принципиально. Говорю: почему? Он говорит: ну, я там же свидетель Иеговы, типа, мне не положено, там песни про травку, там, про всякую проводку, там, это не Иду положено. курю там. Да он не поет это. А я ему говорю: Федь, а что ты не сделаешь там это самое? Иду творю, иду смотрю, там, да. Тут смотрю вообще. Возвращался раз под вечер, не напившись ни шиша. Ага. Люди, жизнь, как оказалось, и без водки хороша. Я говорю: ну, вот такой вариант. Пой себе на здоровье. Говорю: песня та же, тот же кайф, и даже прикольно. Ну, не знаю, он сейчас в Америку уехал, давно не общались, не знаю, поет он, не поет. Я вот все свои сомнительные моменты, я их вот так вот... Потому что, ну, нельзя как бы от старых хитов отказываться, да, с одной стороны, ты сам себе обрезаешь существование. С другой стороны, ты не можешь их исполнять в том же старом виде, как они были, потому что там есть какие-то, ну, явно негативные моменты, которые... Ну, вообще, ты знаешь, это естественно.
естественно, потому что вот когда песня уже много лет живет, делают какие-то каверы, делают новые версии, это нормально. Да, это называется аранжировка текста. Да, Такая да, модная да. фишка. Да. Давай послушаем следующую песню, какую ты предлагаешь. Ну, раз уж мы заговорили про теплоход, давай тогда ее и послушаем. Теплоход, божья коровка, дорогие друзья. Хорошее настроение, как раз уже время теплоходов вовсю начинается. Слушаем, наслаждаемся на волнах Радио ВОС. Помнишь, Женька, лучшие дни, сладкий дым родной стороны, облака и белый причал, плеск речной волны, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход. Кто-то ждал, а кто-то встречал дальние огни, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход. Кто-то ждал, а кто-то встречал дальние огни. Помнишь, ты сказала сквозь грусть: я уеду и не вернусь к тем зовущим ярким огням, что горят во мгле, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, а на нем гуляет народ с ночи до утра, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, а на нем гуляет народ с ночи до утра. А когда нам время пришло покидать родное крыло, были в чемодане твоем песни да стихи, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, да по холмам малиновый звон, платой за грехи, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, да по холмам малиновый звон, платой за грехи. И хлебнув столицы до дна, Женька жить устала одна. Потому Женьке теперь 4 детей, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, лишь осталось имя твое в памяти моей, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, лишь осталось имя твое в памяти моей. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, лишь осталось имя твое в памяти моей. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Владимир Валенко, дорогие друзья, сегодня в гостях сидит передо мной. Я даже не верю, что вот этот человек спел вот эту песню, а у тебя гранитные камушек груди. Мы с тобой заговорили о том, что время меняется, да. А вот сейчас, вот когда прошла вот эта вот пандемия, там концертов вот у звезд у многих нет, да. А мне кажется, вот настоящие люди, которые несут позитив, не которые, знаешь, там понты, вот есть такие люди, такие, знаешь, они вот прям давай мне подавай, там прям огромный концертный зал, там какие-то дела, вот они вот как бы сильно-то, наверное, не нуждаются, может быть, сильно себя возвеличили, да, кто-то уехал, кто-то что-то, никого не осуждаем. А вот в чем, скажи, вот секрет, как надо
так себя вести, чтобы все равно... Я смотрю, что у тебя расписаны концерты и в марте, и в апреле, и дальше там будут концерты. То есть жизнь идет, продолжается, ничего страшного. Собственно говоря, кто хочет работать, тот работает. Ну да, ты прав. Ну, конечно, преувеличивать не стоит. Прям такого изобилия уж, вот как ты сейчас описал, Нет, конечно, я нет. смотрел в интернете для интереса. Бывают концерты. Нет, концерты бывают туры определенные. Да. Но это не всегда, не часто. Сейчас небольшое затишье вот к лету как раз наметилось. Мгм. Вот. И потом все-таки ситуация сейчас сложная в стране, поэтому, как скажем, в общем, и ты понимаешь, да? Ну да, но все равно дух народа надо поддерживать. Дух народа, да, надо, но мы стараемся, в принципе, это делать. У нас нет такого, как сказать, ложного пафоса, каких-то завышенных требований, да, и это очень много помогает. Заказчики, наши прокатчики, они всегда знают, что Божья коровка дисциплинированные люди, что они не опоздают, они не приедут пьяные там на концерт и так далее. За это нас любят. За это нас берут. Мы никогда не объявляем какие-то заоблачные цены, да, то есть мы свои деньги зарабатываем, мы не рубим вот так, да, с плеча. То есть все идет достаточно честно, поэтому, в принципе, мы работаем уже 30 лет, если не больше, и достаточно стабильно. Ну, там плюс-минус, но, в общем, достаточно стабильно. Несмотря на то, что мы вышли как бы, может быть, в такую сейчас область как бы такой ретро-музыки, я даже ничуть этому не расстроен, я даже этим горжусь. Потому что я считаю, что вся лучшая музыка сегодня — это ретро. Это ретро, безусловно. Вся, начиная от Битлз и Аббы, там, и Майкла Джексона, и Фила Коллинза, и Элтона Джона, и все это, вот взять это все, и начиная с Клавдии Шульженко и так далее, это все музыка ретро. Вот та музыка, которая сегодня современная, да, она вообще совершенно другая. Она характеризуется в основном отсутствием мелодии. То есть там нет мелодии, ее невозможно запомнить. Может быть, какие-то фразы есть текстовые, да, вот, допустим, это больше с рэпом связано, больше с какой-то электроникой такой непонятной, где все одно и то же Ты повторяется. знаешь, хорошо, что они не перестали называть это песнями, они называют это треками. Да, не называют это треками, и это Какой-то оправдывает. шум, какой-то бессмыслица еще, которая опошляет, там, которая, мне кажется, развращает. Это, как правило, какой-нибудь бит однообразный, на Да. который идет какой-то наговор. Там. Ну, хорошо еще, если в этом наговоре есть какой-то смысл глубокий. Даже бывает просто бред какой-нибудь там, да? Или Да. какая-нибудь депрессивная тема. Или какая-нибудь... а вот в твоих песнях хочу сказать, что хоть ты говоришь, некоторые ты берешь из сна, там есть какой-то повествовательный сюжет, поучительная история, есть юмор, есть жизнь. И вот эта вот связь с реальностью, да, и связь с народом, она, вот ты, наверное, чувствуешь отдачу на концертах. Почему 30 лет работает группа, коллектив? Это же не просто так, да? Многие-то уже на самом деле поработали, там вот одна песня и все. А ты работаешь и достаточно успешно. Причем ты экспериментировал, ты много на самом деле работал и в других коллективах, и были трудные времена, но все равно, как бы, когда, мне кажется, человек стремится, и когда он является личностью интересной, то он себя находит. И вот знаешь, вот эти вот клипы, которые были раньше, да, вот там где-то с элементами юмора, но они все-таки не как бы над советской властью насмешка, а больше, наверное, как ностальгия, да, такая вот по СССР, по тем временам, когда у нас было как бы, ну вот такое светлое настроение, когда мы были с беззаботными молодыми. Ну да, мы советскую власть уже не застали, все-таки, как скажем, ну уже в принципе группа «Божья коровка» это Нет, уже я не об продукт этом. перестройки. Ты застал вообще, да, Грубо. да. Вот, я когда пришел из армии, уже перестройка началась. И только тогда я начал задумываться о своей группе. До этого я работал там в других коллективах, Москонцерте. До армии я вообще учился музыкальному училищу. А вообще Москонцерт, надо было сказать, что трудно, друзья, попасть было. Как тебе удалось попасть в Москонцерт? Туда же не просто так с улицы зайдешь. Ну, естественно, через знакомых. В принципе, я был неплохой музыкант, меня знали. Вот, и мне удалось уговорить матушку, чтобы она мне купила инструмент хороший. Тогда был по тем временам Yamaha DX21. О, это тогда И было, когда да. я пришел еще с своим инструментом, меня сразу взяли в коллектив Кати Суржиковой. Мгм. Там я проработал 1,5 года, и так потихонечку начал там, сям, пока не создал свою собственную группу. А вот скажи, о чем ты вообще мечтал, вот именно когда создавал группу «Божья коровка»? Ты видел то, что сейчас вышло, или оглянувшись на свое прошлое, ты бы хотел что-то поменять? Вот бывает, знаешь, люди оглядываются, думаешь, нет, надо было вот здесь вот так сделать. А ты доволен вот тем, что было, и тем, что есть? Я всем, в принципе, доволен.
Единственное, что меня не устраивает, допустим, звучание там старых записей, когда мы записывали еще в 90-е. Вот. И это, конечно, бы я улучшил. И как раз такая возможность появилась. Так как все с кассеты и CD-шек перекочевало в интернет, когда мне компания Digital Project предложили, давайте мы все ваши треки и альбомы выложим в сеть. Вот. Я сказал, давайте только не сразу, а потихонечку, потому что я их немножечко переработаю, и я все аранжировочки немножечко, саунды немножечко подулучшил. Где-то что-то перезаписал, где-то что-то пересвел, где-то просто отмастерил. Вот. И, в принципе, сейчас это те же самые песни, вот. То есть это никакие не ремиксы, ничего. Но они просто в улучшенном саунде звучат. И я очень доволен, что у меня эта возможность была, что я успел это сделать. Я не поленился сделать со всеми альбомами. Вот. На самом деле это очень сложная такая объемная Это сложная работа, да, я согласен. Хорошо, что я в свое время сохранял подорожечно все это дело. У меня в проектах сохранено все. Вот я хотел сказать, как же это можно было. Это огромный объем информации, как бы. Это огромный объем информации, да, но у меня практически все треки с 90-х годов лежит в проектах, все по отдельности. Я могу практически любую из них, может, кроме самых первых двух, там, достать и пересвести прямо сегодня еще с тем голосом, там, 95-го года какого-нибудь и так Класс. далее. Я к этому бережно достаточно относился, и серьезно. И то, что у меня было еще на аналоговых лентах сохранялось, и там на каких-то цифровых, я это все нашел вовремя в студию, пока еще были эти приборы. Приехал, все это оцифровал, все это переписал, все сохранил. Все видеоклипы, там, все это тоже оцифровал, потому что битакамовские начинают сыпаться уже пленки потихонечку. Я все это перевел, потому что... Были ADAT-кассеты, еще, помнишь, на студиях такие вот эти. ADAT-кассеты были, оттуда я тоже все переписал, естественно, подорожечно. Вот. Пришлось потратить на это немножко времени и сил, но я ни капли не жалею об этом. Слушаем следующую композицию, что ты предлагаешь. Давай послушаем песню «Ситуация». Это, кстати, тоже песня, которая приснилась во сне. Вот. Для меня любая песня — это какая-то небольшая история. Правда, здесь не совсем понятно, о чем идет речь, и каждый может подумать о чем-то своем. В принципе, что и хорошо. Потому что вроде много событий происходит, но в конце можно спросить, а что все-таки было? Вот пусть каждый сам догадывается. В меру своих способностей и возможностей додумывает, что же там все-таки было, в меру своих ассоциативных ощущений. Слушаем эту песню. Песня «Ситуация». Да, «Ситуация». Слушаем на волнах Радио ВОС. Утром гудела, как улей, аудитория. В день тот, когда приключилась эта история, так неожиданно, неуправляемо, будто цунами, непредсказуемо, незабываемо. Кто-то сочувствует, кто-то стебается, кто-то снимает, а кем-то в сети это все размещается. Видимо, время пришло. Никто не готов был к тому, что произошло. Так неожиданно, неуправляемо, непостановочно, по-настоящему незабываемо. Кто-то сочувствует, кто-то стебается, но удалить из сети это видео не получается. Да, обострение с нами случается каждой весной, но только раз в жизни бывает такой выпускной. Все были тронуты и ошарашены, ведь наши поступки не часто бывают настолько безбашенны. Кто-то сочувствует, кто-то стебается, но удалить из сети это видео не получается.
Что с этим станет потом, мы не будем загадывать. Может, не стоило это в соцсети выкладывать. Не получается, не получается. Что тут поделаешь, видео это, блин, не удаляется. Оно ненарядное, оно неудобное. Но пусть хоть раз в жизни с вами случится что-то подобное. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, Владимир Валенко сегодня наш гость. И как мы убедились в этой песне «Ситуация», я скажу о ней так. Я скажу, что в этой песне, может быть, нет конкретного повествовательного сюжета, где-то какой-то отточенной, правильной поэтической формы, но те или иные словосочетания в воображении слушателя вызывают некоторые ассоциации и образы, каждого свои. Правильно я говорю? Все верно, абсолютно так. Я как музыкальный критик. Я хотел о хобби спросить. Вот свободное время, конечно, бывает мало, а тем не менее, вот чем душа, к чему стремится, когда вот ты хочешь как-то немножко абстрагироваться. Понятно, что музыкант есть музыкант, но от музыки устаешь. Вот, что ты любишь в свободное время, как вот абстрагируешься, перезагружаешься? Ну, вообще, на самом деле, достаточно просто все. Когда мне нужно отдохнуть, вот я сижу целый день, что-нибудь делаю, работаю, я устал, надо отдохнуть. Я беру, расставляю шахматы, играю. Все, у меня мозг переключается. Часто стараюсь играть с сыном, когда сына нет, играю с телефоном. У меня с телефоном там серьезные баталии. Я сейчас на 8 уровне из 10. Ничего себе. Из 10, да. 9 это уже гроссмейстер. С гроссмейстером пока мне еще ни разу не удалось выиграть, но я об этом мечтаю. А мастера я уже делаю, в принципе, так периодически. Вот, это первое. Второе, конечно, я люблю просто ходить пешком, я люблю ездить на велосипеде, да, вот, то есть это физическое, это для меня, если я в день не прошел 5-7 километров, день потрачен зря. Ну, у меня на телефоне вот в этом районе специальный шагомер, который мне да. на следующий день пишет: вы вчера недостаточно поработали над собой. Вот, поэтому, ну и еще очень мне нравится, я обожаю, вот отдых для меня, это обработка фотографий в фотошопе. Вот беру какую-нибудь фотографию симпатичную, и, конечно, там в ней какие-то есть недочеты, изъяны, где-то что-то подкрасить, подмазать, там как-то знаешь, какие-то недостаточки убрать, там как-то отконтрастировать, цветик заменить. Вот я сижу, я могу этим вылизывать, это час этим заниматься. Потом у меня получилась такая картинка, я сравниваю с предыдущей, какая была, какая стала. О, вот это кайф. И я получил удовольствие эстетическое, я отдохнул, я могу снова заняться музыкой. Вот, и я сделал полезную работу. Я эту картинку, там, фотографию могу выставить куда-нибудь там в соцсети, везде, в ленты. Ты для своих песен не делаешь сам обложки? Сам обложки все делаю точно таким же способом. И для видео, и для всего. Вот. Но это для меня как бы хобби. Я в этом деле не специалист, я просто немножко руку так набил. Вот. И мне просто это нравится. Я очень сильно отдыхаю на этом. Вот знаешь, я считаю, что вот все гениальное просто. Там, где сложность, там уже начинается вот это вот, знаешь, какая-то определенная элитарность, какая-то интеллектуальность там, и так далее. Хотя в простом всегда тоже скрывается глубокий смысл. И поэтому вот твоя подача такая, я бы не сказал, что она и простая, вот особенно вот такие песни, как «Ситуация», там, да, и многие песни, они вроде бы просты, а с другой стороны есть над чем задуматься. Поэтому вот я всем советую слушать «Божью коровку», потому что здесь есть что-то и начало такое божественное, потому что там, где простота, там и Бог, мне кажется. Ты, кстати, верующий человек, нет? Да, конечно. У меня даже есть целый альбом, 3 альбома, посвященных теме госпел. Там специальные псалмы, музыка такого плана, Да ты что? посвященная Богу. Здорово. Да.
Вот. Но она сделана достаточно в таком эстрадно-рок ключе, поэтому Ну, тем это не не менее. такие напевы там католическо-православные, как мы привыкли слушать. Это сделано в современном стиле, так что можете послушать, возможно, вам понравится. Обязательно послушаем. Скажи вот еще твой рецепт, когда, знаешь, некоторые люди говорят сегодня, вот экономический кризис, вот политический кризис, вот еще что-то. Но ведь в мире были времена похуже. Сейчас, слава богу, что, ну, как бы там ни было, мы не голодные в основном, да. В мире всегда какие-то потрясения, войны, льется кровь. Вот скажи, твой рецепт, как абстрагироваться, как правильно жить дальше нам, как вот нам, чтобы, потому что на людей льется поток вот этого хайпа, да, какой-то ненужной информации, грязи всякой разной, как не утонуть в этом и как жить в светлом таком позитивном настроении. Ну, нужно быть благодарным за то, что ты имеешь. Ты абсолютно правильно сказал. Мы много чего имеем. Когда мне приходят люди и начинают плакаться, ой, как плохо мы живем, я говорю, да, ну, а как люди жили в блокадном Ленинграде? Там они реально плохо жили. Если сравнить нашу жизнь с ихней, то это небо и земля. Поэтому грех тебе говорить, что тебе плохо живется, да? Вот. И так люди сразу призадумываются, а ведь действительно, ну как же, да, когда тебе давали 125 грамм хлеба на день, а тут ты можешь в супермаркет зайти, и я не знаю, ну, может, ты там не будешь покупать деликатесы, но, по крайней мере, ты можешь купить. То есть это совершенно несравнимые вещи. И при этом люди еще как-то недовольны, они как-то неблагодарны. Вот эта вот неблагодарность – это наша отличительная черта нашего сегодняшнего времени. Поэтому если мы умеем благодарить за то, что есть, ты проснулся, здоров, у тебя ничего не болит. Да, у тебя есть работа, у тебя есть кусок хлеба, там, у тебя есть дети, у тебя Это уже есть... большое счастье. Да, это уже большое счастье. Скажи спасибо, что это все есть. Мы неплохо живем, мы живем отлично, во всяком случае, пока. Вот. Не знаю, как будет дальше, но на сегодняшний день, даже при всем том, что происходит, мы все равно живем хорошо. Вот. Поэтому благодарность – это первое дело. Вот. И когда ты умеешь благодарить, ты понимаешь, что на самом деле все не так уж и плохо, как тебе кажется. Как мудро ты сказал, благодарность. На самом деле вот есть два варианта, как бы вот у людей верующих. Кто-то о чем-то просит постоянно, да, кто-то на что-то не догадывает, а кто-то постоянно благодарит. Вот когда человек благодарит, это высшая степень, так сказать, понимания, наверное, понимания бытия. Спасибо тебе за то, что нашел время сегодня прийти. Вот, принес с собой замечательное творчество, замечательные песни и замечательное настроение. Желаю тебе творческого долголетия. Продолжай в таком же духе, не меняйся и будь счастлив. Спасибо. Я Принято. напоминаю, дорогие друзья, что это Владимир Валенко, группа «Божьи коровки». Ну, так как мы с тобой договорились, что мы люди позитивные, закончим на суперпозитивной ноте. Лето, пора отпусков, отдыха, поэтому я предлагаю послушать песню про рыбу. Зимой и летом трещит планета. Автомобили, туда-сюда. Кто на охоту, кто на работу. Короче, всюду лишь суета. А я рыба, я живу в океане. И прибрежные воды здесь качают меня. Меня, короче, не парят никакие проблемы. Лишь сверкает на солнце моя чешуя. А я в интернете расставил сети, ловлю путевку к далеким островам. Туда, где рыба поет красиво, вдали залива, на зависть вам. А я рыба, я живу в океане. И прибрежные воды здесь качают меня. Меня, короче, не парят никакие проблемы. Лишь сверкает на солнце моя чешуя. Моя работа меня достала.
Крутишься целый день, как белка в колесе, а ей все мало. У нас в конторе, одно и то же. Все те же лица, та же пища, толпа клиентов и духотища. В общем так, пускай они там себе парятся, а я все дела задвигаю и сваливаю к рыбе. Ну все, пошел. А я свободен, я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. Я под водою, я в акваланге, мы с рыбой вместе поем эту песню. А я рыба, я рыба. Я живу в океане и прибрежные воды здесь качают меня, короче, не парят никакие проблемы, лишь сверкает на солнце моя чешуя. А я рыба, я живу в океане, здесь нейтральные воды все качают меня, короче, не парят никакие проблемы, пусть сверкает на солнце моя чешуя. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.